Денки, онки, друзья. Это не приветствие на филиппинском или камбоджийском и не заклинание из Гарри Поттера. Эти два слова с японского переводятся как электричество, шум, а все вместе они соединяются в аббревиатуру Denon. Сегодня как раз мы будем обозревать PMA 800, это интегральный усилитель, второй по старшинству он идет после 600 модели, после него идет уже японец 1600 и флагман до недавнего времени 2500. Кстати, к 110-летию Denon выпустил свой топовый лучший усилитель под названием PMA 110. А пока наш герой 800. Внешний вид классический, японский. Я считаю, что он выглядит явно не на свои деньги. Алюминиевая панель, она достаточно толстая, холодная, классно ощущается, когда ее трогаешь. Ручка громкости также металлическая и кнопка включения ходит хорошо. К сожалению, остальные элементы, сделанные из пластика, ощущаются дешево. Честно сказать, я немножко не ожидал от 800 модели. Я понимаю, 600 он намного дешевле, но 800 могли бы поставить и что-нибудь поболее железное. Еще один минус, который мне реально не нравится, это то, что шнур питания у него несъемный. Опять же, я прощаю этот огрех 600 модели, но 800, ребята, он практически стоит в такой категории, когда уже можно сделать съемный шнур. Почему? Потому что любой другой аудиолюбитель хотят подключить свой шнур питания, например, инакустик, который реально улучшит звук этого аппарата. И если вы будете сейчас писать в комментариях, что шнур питания не влияет на звук, ребята, поверьте, если вы обладаете либо слушали хорошую Hi-Fi систему, вы должны знать, что питание — это основа, это как кровь. У нас еще есть в этом аппарате цифровая часть, и мы ее можем легко отключить вот этой кнопкой. Она называется Analog Mode, которая отключает полностью все цифровые цепи. И, к слову, звук с этим режимом мне нравится больше. При этом у него есть 3 оптических входа, один коаксиальный, вы с легкостью сможете подключить, например, телевизор свой со Smart TV. И обладая стереосистемой на базе этого усилителя, поверьте, вы раскроете любой фильм. Я скажу больше, с колонками уровня Heka Aurora 1000, либо, например, Dali Aberon 7, вам не надо будет никакой саундбар. Эта система реально отыграет кино, даже в стерео, очень круто. Внутренности сделаны достойно. Например, мы видим здесь конденсаторы Elna на 8200 микрофарад, их 2 штуки. Емкость не такая большая, но в принципе хватает для этого аппарата с лихвой. На передней панели у нас написано Advanced High Currents. Это значит то, что высокотоковые полевые транзисторы используются в этом аппарате. Радиатор достойно выглядит и отделяет как раз-таки Ш-образный трансформатор. Почему Ш-образный? Потому что инженеры этой компании сторонятся тороидальных трансформаторов. Они неоднократно писали, что добились максимальных успехов в производстве именно Ш-образных трансформаторов, и им не нужно использовать более эффективные и дорогие торы. Слева мы видим цифровую часть, экранированную, которая как раз-таки защищена от аналоговой части. Как видно, на плате есть аббревиатура DHM. Это означает Denon Marantz. Это концерн, в который входят эти 2 фирмы. Сейчас фирм в этом концерне намного больше. Это уже и Boston Acoustic, и Polka Audio, Define Technology. Конгломерат большой, один из самых крупных, поэтому они могут себе позволить серьезные разработки, серьезные исследования. В целом, качественные изделия, провода смотаны, они не такие тонкие. Придраться мне практически здесь не к чему. Рейтинг. По звуку этот аппарат получает 8 баллов, 85 ватт на канал мы имеем, 7,5 килограмм веса. Все сделано хорошо, качественно. Отыгрывает также этот аппарат великолепно классику, как ни странно, джаз, немножечко рока, хард-рок и тяжелый металл, конечно, не для него в целом, но я сравниваю с более дорогими аппаратами, но в рамках его ценовой категории все достаточно достойно и качественно. Дизайн 8 баллов, все сделано из алюминия, но вот эти вот элементы на передней панели из пластика, конечно, немножечко разочаровывают. Надежность. Судя по тому, что мы увидели внутри,
этого усилителя, там все хорошо. Я не думаю, что он сломается, и по опыту использования, например, 720 модели, я могу сказать точно, что выдержит он серьезные долгие посиделки с колонками и с прослушиванием на высокой громкости. Мы его, так сказать, отжарили на более серьезных АЭС, например, 803D3 мы подключали, и он выдержал это испытание достойно. Поэтому восьмерочка, но все-таки сделан не в Японии, поэтому чуть-чуть снижаем балл. Функционально этот интегральный усилитель практически добрался до небес, не хватает только Bluetooth или сетевых функций, но тогда был бы это уже не интегральный усилитель. А так у него есть фонокорректор не только MM, но и MC, поэтому получает восьмерочку, но могли бы все-таки Bluetooth ставить, как, например, 600 модели. Эргономичность 8 баллов, он звезд неба не хватает, но он достаточно удобный, чтобы ваша бабуля могла включить его, либо, например, добавить немножко басов. Цена-качество, основной параметр, тут твердый 9 баллов. По совокупности, по качеству звука, по тому, как он сделан, это практически максимальный уровень в этом бюджете. Конечно, я бы чуть-чуть добавил и, например, купил бы Marantz 6006. Но если вам не нравится его, так сказать, немножечко слащавый звук, то смело берите Denon, и вы точно не пожалеете.